Ловили ли вы себя на мысли, что листаете карточки на стримингах в поисках сериала дольше, чем смотрите его в итоге? Вы включаете первую серию громкой новинки, которая бьет все рекорды в трендах. Там выставлен идеальный голливудский свет, дорогие костюмы от модных брендов, актеры, чьи лица не сходят с обложек глянцевых журналов, бюджет в десятки миллионов долларов. Вы честно смотрите несколько серий и выключаете. Не потому, что это снято ужасно или непрофессионально, а потому, что вам абсолютно, кристально все равно на то, что происходит на экране. Куда исчезла та магия, когда от одного случайного соприкосновения пальцев главных героев у нас перехватывало дыхание? Почему раньше мы сидели до 5 утра с опухшими от слез глазами, переживая за судьбу персонажей из исторических драм или культовой романтики, а сегодня лениво пролистываем серии на скорости 1,5, параллельно проверяя социальные сети в телефоне? Сегодня у нас будет большой, честный и местами болезненный разговор. Мы не просто поностальгируем по золотому веку корейских сериалов. Мы проведем настоящее анатомическое вскрытие корейской индустрии развлечений. Разберем, как огромные деньги глобальных платформ убили самобытность, почему сценаристы разучились писать живых людей, как кастинг-директоры променяли харизму на количество подписчиков, и что случилось с нами, зрителями. Чтобы понять, где именно мы свернули не туда, нужно отмотать время назад. Вспомните дорамы десятилетней давности. Да, у них не было бюджетов уровня Голливуда. Да, иногда свет был выставлен странно, а спецэффекты вызывали добрую улыбку. Но у них было то, что сами корейцы называют словом «чон» – глубокая эмоциональная привязанность, душевность, теплота. Раньше дорамы создавались как штучный товар. Каждое шоу было событием. Сценаристы неделями прописывали диалоги, которые потом зрители разбирали на цитаты. Главное отличие старой школы – это фокус на медленном, постепенном развитии чувств. Нам показывали долгий путь от ненависти до любви, от чужих людей до родственных душ. Каждое объятие, каждый взгляд были выстраданы сюжетом. Зритель проживал эту жизнь и рос вместе с героями за 16 серий. А что происходит сейчас? Мы живем в эпоху тотального перепроизводства. В год сейчас выходит более 150 корейских сериалов. Задумайтесь над этой цифрой. Студии превратились в заводы. Вместо того, чтобы создавать искусство, они заполняют сетку вещания и контентные планы платформ. Когда производство встает на жесткие рельсы коммерции, первыми страдают сценаристы. Им банально некогда думать над глубиной персонажей. Им нужно выдать готовый сценарий на вчера. В итоге вместо проработанных многослойных историй мы получаем компиляцию из старых шаблонов, сшитую на скорую руку. Индустрия заменила искренность технологичностью. И здесь нужно назвать главного виновника этого процесса – это глобальный стриминг. Когда крупные американские платформы пришли в Корею, все радовались. Нам казалось, что теперь у корейских творцов будет много денег, полная свобода, и они снимут шедевры. Деньги действительно пришли, причем миллиарды долларов. Но вместе с ними пришел и жесткий диктат глобального рынка. Раньше дорамы снимались для внутренней корейской аудитории. Они опирались на традиционные азиатские ценности – уважение к старшим, сдержанность, тонкий психологизм, важность семьи и целомудрия. Дорама могла быть невероятно успешной, даже если герои впервые целовались только в 11-й серии. И этот поцелуй был взрывом эмоций. Стримингам же не нужен локальный корейский колорит в чистом виде. Им нужен универсальный продукт, который одинаково хорошо купят и в Латинской Америке, и в Европе, и в США. Так началась тотальная вестернизация дорам. Во-первых, произошло резкое ускорение темпа в ущерб логике. Современный зритель страдает клиповым мышлением. Если в первые 10 минут на экране никто не умер, не разделся или не побежал со звуками сирен, человек просто закроет вкладку. Поэтому сценаристы вынуждены комкать экспозицию. Из дорам исчез воздух, исчезли паузы. Герои влюбляются друг в друга просто потому, что так написано в синопсисе, а не потому, что между ними возникла реальная химия. Во-вторых, появилась сильная зависимость от жестокости и высокого возрастного рейтинга. Раньше дорамы были безопасным терапевтическим пространством. Туда уходили прятаться от сурового реального мира, чтобы отдохнуть душой. Стриминги принесли в дорамы реки крови, расчлененку, нецензурную лексику и откровенные сцены. Сами по себе эти элементы неплохи для определенных жанров, но когда их пихают везде ради хайпа, дорамы теряют свою главную фишку – ту самую невинность и романтизм, за которые их и полюбил весь мир. Во-третьих, нас лишили завершенности из-за формата сезонов.
Помните классическое негласное правило: 16 серий, история полностью закончена, все счастливы или плачут, но точка поставлена. Теперь проекты изначально пилят на части. Из-за этого повествование в середине провисает, а финалы остаются открытыми и скомканными в надежде на второй сезон, который из-за рейтингов может никогда не выйти. Это убивает катарсис. У зрителя просто отбирают чувство удовлетворения от финала. Следующий сокрушительный удар по качеству нанес кастинг. Дорамы всегда славились сильнейшей актерской школой. Актеры театра и кино старой гвардии зубами вырывали свои роли, проходя десятки жестких прослушиваний. Они не боялись быть в кадре нелепыми, заплаканными, грязными, некрасивыми или злыми. Они буквально проживали и калечили свою душу ради роли. Что мы видим сегодня? Продюсеры смотрят не на актерский талант и харизму, а на количество подписчиков в социальных сетях и контракты с международными модными домами. Главные роли массово отдают молодым айдолам или моделям. Так появился феномен пластиковой актерской игры. Персонажи стали слишком стерильными. Актриса играет нищую девушку, которая работает на 3 работах и едва сводит концы с концами, но при этом у нее идеальный свежий маникюр, ламинированные брови и телефон самой последней модели. Актер играет сурового, измотанного детектива, но его сложная укладка не портится даже после драки с 5 бандитами в грязном переулке. Когда актер больше думает о том, под каким углом его лицо выглядит более выигрышно для спонсорского кадра, персонаж внутри него умирает. Из дорам ушла органика. Мы больше не верим их слезам, потому что это красивые, отрепетированные слезы, где одна чистая слезинка изящно катится по идеальной щеке. Настоящее горе выглядит иначе. Настоящая страсть выглядит иначе. Современные дорамы стали похожи на оживший дорогой каталог одежды, а не на человеческие истории. Если убрать дорогую графику и красивые локации, о чем вообще нам рассказывают современные сюжеты? Сценаристы попали в ловушку бесконечных самоповторов. Но если раньше штампы подавались со вкусом и иронией, то сейчас их используют грубо и топорно. Главный бич сценариев последних лет – это синдром обязательной детской травмы. Такое ощущение, что в современной индустрии запрещено снимать сериал, если главный герой и героиня не встретились в возрасте 7 лет при трагических обстоятельствах. Они обязательно должны были сидеть в одном темном подвале, спасаться от одного маньяка, потеряться на одном вокзале или лежать в одной больнице. Зачем это делается? Это самый ленивый способ обосновать их безумную любовь во взрослом возрасте. Сценаристу просто неохота подробно прописывать их взрослые диалоги, постепенное сближение и узнавание друг друга. Он просто говорит зрителям: они связаны мистической судьбой с детства, так что верьте на слово. Второй маркер кризиса идей – это абсолютно слитые вторые половины сериалов. Первые 4 или 6 серий обычно выглядят бодро и интригующе, потому что на них уходит весь креатив авторов. Но поскольку в Корее до сих пор часто практикуется изнуряющая система съемок с колес, когда финальные серии дописываются, снимаются и монтируются прямо во время трансляции первых, к 12-й серии вся съемочная группа физически истощена. В итоге логика повествования полностью ломается. Появляются глупые расставания на ровном месте, внезапные амнезии, смертельные болезни или нелепые заговоры злых директоров корпораций, просто чтобы хоть как-то дотянуть хронометраж до нужного количества серий. Мы, как искушенные зрители, считываем эти ходы за секунду. Наш мозг лениво отмечает: так, сейчас они расстанутся по надуманной причине. В 15-й серии он улетит за границу. В 16-й они случайно встретятся под цветущей сакурой. Когда нет эффекта неожиданности, исчезает дофамин. Видеоконтент перестает приносить искреннее удовольствие и превращается в монотонный белый шум. Но справедливости ради, давайте развернем зеркало и посмотрим на себя. Действительно ли виновата только изменившаяся индустрия? Или мы сами тоже сильно изменились за эти годы? Вспомните, как вы смотрели свою первую, вторую или 10-ю дораму. Это был чистый, незамутненный восторг. Корейский способ ведения истории казался невероятным глотком свежего воздуха после американских или европейских сериалов. Мы не знали правил этой азиатской игры, и каждый поворот сюжета казался гениальным откровением. Но когда за вашими плечами 100, 200 или больше просмотренных проектов, неизбежно наступает эмоциональная резистентность. Это работает точно так же, как с сахаром или любым другим допингом. Если есть шоколад каждый день килограммами, он очень быстро перестает казаться сладким.
Мы слишком хорошо изучили корейский менталитет, их мимику, их шутки, их социальные коды. Нас стало чертовски трудно удивить. Кроме того, в корне изменилась сама культура потребления контента. Раньше мы ждали выхода серий по неделе. Мы шли на тематические форумы или в группы в соцсетях, строили безумные теории, общались с единомышленниками. Мы проживали этот опыт коллективно, медленно и дозированно. Сегодня платформы чаще всего выкатывают весь сезон целиком в один день. Мы проглатываем его за одну ночь под пиццу, параллельно листая ленту новостей или короткие видео на телефоне. Мы не даем истории отстояться в нашей голове, не даем персонажам стать частью нашей жизни. Контент превратился в фастфуд. Мы быстро съели, толком не почувствовали вкуса, выкинули пустую коробку и тут же требуем следующую порцию. Наша собственная способность глубоко сопереживать, сочувствовать и долго концентрироваться на одной истории сильно атрофировалась. Значит ли все это, что жанр дорам окончательно мертв, индустрия деградировала и нам пора переходить на сериалы других стран или анимацию? Конечно, нет. Корейская индустрия сейчас просто переживает очень сложный, болезненный и турбулентный кризис роста. Она пытается усидеть на двух абсолютно разных стульях, сохранить свои уникальные культурные корни и одновременно заработать все деньги мира на глобальном западном рынке. Да, старая наивная эпоха десятых годов с ее невероятной ламповостью, простотой и душевностью ушла навсегда. Нам нужно это признать, принять и отпустить. Но даже в огромной куче коммерческого пластикового глянца до сих пор иногда рождаются настоящие алмазы. Просто теперь их поиск требует от нас гораздо больше усилий и избирательности. Нам, как зрителям, нужно перестать смотреть абсолютно все подряд только из-за красивого постера или громкого имени айдола в главных ролях. Нужно поддерживать своими просмотрами и отзывами сложные, нишевые, экспериментальные проекты, которые создаются авторами вопреки бездушному конвейеру. Дорамы изменились, потому что изменился сам мир вокруг нас. Они стали более циничными, жесткими, прагматичными, дорогими и быстрыми. Но до тех пор, пока корейские создатели умеют так тонко, пронзительно говорить о человеческом одиночестве, о ценности искренней дружбы, о важности семьи и о надежде на лучшее, у этого жанра определенно есть будущее.